Всем привет! Сегодня хочу поговорить об онлайн-школах по рисованию. Полезны ли они, нужны ли они? И это будут исключительно мои личные размышления, которые я базирую на собственном опыте, наблюдении и никому не навязываю свое собственное мнение. Так вот, я встретилась с онлайн-школами только недавно, именно по рисованию, хотя раньше другие школы, конечно, я пересекалась. В основном по языку, но вот такое новомодное веяние, как обучение онлайн-рисованию было для меня в новинку. Для тех, кто не знает, я достаточно давно уже закончила художественную школу, потом театрально-художественное училище, то есть у меня такое классическое художественное образование, когда я приходила, сидела, рисовала, мне что-то подправлял преподаватель, я сдавала экзамены и все такое. Так вот, потом у меня был достаточно длинный перерыв, и теперь я вновь ворвалась на художественное поприще и как раз-таки обалдела от количества в Инстаграме потрясающих художников, а также от изобилия различных школ, уроков на YouTube, также очень много всего, много информации, и складывается такое впечатление, что в принципе никому уже преподавателя как такового не нужен, тот, кто хочет, тот научится, потому что есть и платные, и бесплатные, и уроки, и целые школы, и целые сеты из классов, уроков и так далее. В общем, информации очень много, и я тут задумалась над темой того, вообще возможно ли научиться онлайн рисовать. И могу сказать, что я пришла к такому выводу, что не совсем. Все дело в том, что вот как раз-таки из-за того, что я училась в обычной художке, где ты сидишь в классе, и так или иначе преподаватель подходит и что-то исправляет, что-то помогает. То есть он вкладывает карандаш правильно в руку, он прям тыкает в те места, где что-то не так, он помогает там, перерисовывать что-то, когда у тебя не получается, потому что иногда нужно, чтобы тебе прям показали очень четко, что не так, и чтобы нарисовали уже, так быстрее получается. И ты просто достаточно хорошо идешь за счет этого, потому что очень быстрый фидбэк получается. То есть ты нарисовал, тебе сказали хорошо, плохо, нормально, можно идти дальше, и ты идешь дальше, это все в течение часа-полутора, ты уже получаешь какой-то достаточно хороший результат, и ты понимаешь, получился у тебя или не получился. Потом, когда еще вот в театрально-художественном училище, там тоже было много рисунка, живописи, и там та же история, что у нас есть какая-то постановка, преподаватель объясняет зачастую какую-то теорию в начале, там, какие-то условные вещи, особенно если это была какая-то новая тема по поводу построения. Если было что-то сложное, зачастую преподаватель садится за работу одного из учеников и там на свободном листочке либо на работе сразу объясняет, рисует, рисует и объясняет тему. И опять-таки за счет этого получается очень быстрый фидбэк, и ты прям видишь конкретно, что вы сейчас будете рисовать, потом вы рассаживаетесь и практикуетесь. Еще по поводу нахождения в классе удобно, что за счет того, что обычно учеников много, а натура одна, вы в разных ракурсах все это делаете, и можно наблюдать за тем, как в каждом из ракурсов получается у человека рисовать или не получается, какие особенности. Опять-таки, ты все время находишься в классе и все равно слышишь замечания преподавателя к тому или иному ученику и тоже мотаешь на ус, потому что и к тебе, в принципе, это тоже обычно относится. Вот. И в чем проблема онлайн-образования? В том, что вот этого самого тактильного контакта и постоянного фидбэка нету. Да, есть школы, которые предоставляют фидбэк. Я видела там одну школу, где преподаватель присылает видео даже того, как он разбирает работу ученика, то есть прям тыкает пальцем, что не так, где подправить, что хорошо, что плохо и так далее. Это, конечно, да, но все равно, мне кажется, вот это самое из рук в руки передавание мастерства в начале, этого не хватает. Потому что, например, я за счет того, что восстанавливала свой навык, то есть у меня был достаточно большой опыт, я, погрузившись во всякие вот эти лекции, уроки онлайн, на YouTube, в Инстаграме, мне, в принципе, было несложно. То есть я, наверное, немножко даже больше понимала, когда тот художник, который передавал свои знания, что он рассказывал, мне достаточно было легко. Зачастую я очень быстро прокручивала вообще весь урок, потому что что-то там подчеркивала, что-то я уже знала, и мне нужно было только общую концепцию понять.
тех рисунков, которые мне интересно было бы повторить. Если бы я вот начинала, то мне кажется, что это было бы гораздо сложнее, потому что есть какие-то вещи, которые ты даже не можешь рассказать. Это какие-то такие вот реально из рук в руки, то есть какие-то тактильные ощущения, которые передаются от художника к художнику, и ощущение красок, ощущение света, особенно, мне кажется, в акварели, что вот иногда ты мучаешься, у тебя что-то не получается, подходит преподаватель, один мазок, и все получилось. И ты это видишь, как он это делает, как он держит кисть, как он размывает или не размывает, что он замешивает и так далее. И работа совершенно по-другому начинает играть. Здесь же ты предоставлен сам себе, ты сам пытаешься найти, что не так, что так, и в любом случае как бы работа уже немножко не такая, как тебе хотелось бы, и ты либо переделываешь и находишь эти ошибки. Вот еще в чем проблема, что неопытный художник не сможет полноценно найти свою ошибку, то есть он понимает, что что-то не так, то есть он же видит, что результат не такой, как ему хотелось бы, но что именно не так, он не сможет понять. То есть только человек уже с более-менее каким-то опытом сможет вообще догадаться, что в его работе нужно исправить, или можно исправить, или все нужно перерисовывать и так далее. Да, есть такие начинающие художники с чутьем, с каким-то внутренним, то есть есть доля таланта, которая, если вот приложится еще упорство, то все, конечно же, получится. Но большинстве из нас просто хочется рисовать, и чтобы получалось, и как бы вот здесь могут быть сложности, то есть человек может не видеть своих ошибок, не понимать, как это делать, научиться неправильно, потому что очень часто бывает, что это в разных ремеслах есть такое понятие, что если ты приучился неправильно, то переучиться будет очень сложно, поэтому лучше учиться сразу правильно. И вот, мне кажется, в художестве тоже есть моменты, которым нужно сразу правильно, потому что потом переучиться будет сложно. И вот эти неправильные движения и элементы, они могут создавать сложности в дальнейшей работе, если захочется как-то дальше продвигаться в этом деле. Вот. В общем, это, собственно говоря, мое мнение, поэтому если вы новичок, лучше сходите в какую-нибудь студию, где вам правильно положат карандаш в руки, правильно расскажут, как, не знаю, заливки делать акварелью, как вообще обращаться с красками, с кистями, с карандашами и так далее. В общем, какой-то вот ручками потрогать стоит дать преподавателю исправить вашу работу. Это всегда помогает. Так что на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих историй. Пока-пока.